Всем большой привет! Для начала лук я перерезала пополам и затем нарезаю на вот такие вот небольшие четверть кольца, так как лук у меня очень большой. Если лук поменьше, то можно нарезать на полукольца. В сковороду налила немножко растительного масла. Жду теперь, пока оно хорошо прогреется. И отправляю лук. И накрываю сковородку крышкой. Жарю на медленном огне. Вот у меня есть такой вот небольшой маленький сладкий перчик. Это свой собственный, вырвали, рос на подоконнике. Но можно, конечно же, обойтись и без сладкого перца. Но так как он уже вырос и жалко, что пропадет, я решила добавить его к нашей намазке из свеклы. И нарезаю вот такими вот небольшими пластинками, то ли соломкой. Вообще нарезаются овощи в этом салате произвольно, как вам нравится. От этого вкус не испортится. И тем временем смотрю, что тут происходит с луком. Нужно хорошо помешать. Если есть необходимость, то, конечно же, добавляйте маслица, чтобы ни в коем случае овощи не подгорали. Сладкий перчик отправляю к уже обжаренному луку. И снова вот так вот интенсивно, хорошо перемешиваю. Накрываю сковородку крышкой и пусть еще обжаривается где-то минут 5-7 на маленьком огне. Пока обжаривается лук и перчик, переходим к свекле, к буряку, по-украински будет. И натираю на крупной терке. Смотрите, какой он красный, красивый внутри. Такой надо выбирать. Чем краснее буряк, тем он слаже, тем он лучше. И намазка будет такого бордового, насыщенного оттенка. И так поступаю со вторым буряком. Также натираю на крупной терке. Открываю крышку и смотрю, что здесь происходит. Помешиваю перчик с луком и забрасываю свеклу. Хорошо все это аккуратненько перемешиваем. Еще немножко добавлю растительного масла, пожалуй. Еще раз перемешаю, накрываю крышкой, пусть оно томится на медленном огне. Где-то минут 10-15. Тем временем помидоры, у меня такие вот они полуценки, перерезаю пополам. Если есть какие-то повреждения, конечно же, удалю. И теперь
нам нужно натереть их на крупной терке. Старым дедовским способом. Открываю крышку, смотрим на нашу красоту. Если нужно помешать, помешиваем обязательно. Смотрите, какой красивый насыщенный цвет. Теперь сюда же отправляем тертые помидорчики. Я на камеру не показала все, но у меня здесь целая пиалка. Сейчас я вам покажу. Целая чашечка. Вот такая вот, смотрите. Здесь 10 штук тертых помидорчиков. Ну, таких небольших, маленьких. Все это хорошо перемешиваю. Теперь на этом этапе можно поперчить, посолить. Сахар я именно в этот рецепт не добавляю, потому что сахароза есть и в помидорчиках, они домашние, а также и в свекле. Тоже она такая сладкая, насыщенная. Я не добавляю. Если вам по вкусу нужно добавить сахар, пожалуйста, добавляйте. Без проблем. Для начала добавляю пол чайной ложки соли. Перемешиваю аккуратно. Теперь все это надо накрыть крышкой. Пусть оно еще немножечко протушится. Где-то минут 5-7 минут на маленьком-маленьком огне. Так, открываю крышку. На этом этапе можно добавить лаврушки. Я добавляю так достаточно много. Мы ее очень-очень обожаем. Мне нравится и запах, и вкус. Вот так вот. Потому что свеклы достаточно много. Теперь все это интенсивно нужно перемешать аккуратно. Крышку открываю. Смотрите, сколько много сока. Еще. На этом этапе можно добавить чеснок. По вкусу, по желанию. Здесь 4 зубка чесночка. Я его нарезала вот такими вот тоненькими пластинками. Можно также пропустить через пресс, кому как нравится. По вкусу добавляю еще немножко базилика. И все хорошо перемешиваю. Жду, пока огонь я добавила. Он достаточно такой большой. Жду, пока вся жидкость выпарится и свекла и другие овощи поджарятся хорошенько. Так, знаете. Лавровый лист можно уже вытащить и выбросить. Смотрите, какая красивая свекольная икра получилась. Еще выпариваю. Огонь большой. Сейчас покажу вам. Огонь очень большой, видите? На всю мощь. Выпариваю всю жидкость. И затем нужно добиться, чтобы свекла немножко вот так вот схватилась и поджарилась. А запах какой обалденный. Ну, что я могу сказать? Жидкости нет. Жидкости уже нет. Сейчас выключаю. Жду, пока свекольная икра остынет. Она именно хороша в любом виде. Но мне больше всего нравится, когда она холодненькая такая, знаете. И затем я буду смаковать, намажу на хлебушек. Очень вкусно. С чаем, с кофе. В общем, на ваше усмотрение, на ваш вкус.